Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ. Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования или поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий. 1. Государственная академическая стипендия студентам. 2. Государственные социальные стипендии студентам. 3. Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 4. Стипендии президента Российской Федерации и стипендии правительства Российской Федерации. 5. Именные стипендии. 6. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 7. Стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом. 3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия или государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 номер 232 ФЗ. 4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года номер 232 ФЗ. 5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами первой и второй групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами-старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами Б и Г пункта 1, подпунктом А пункта 2 и подпунктами А и в пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года номер 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 1 год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. Часть 5 в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года номер 473 ФЗ. 6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам, стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, назначаются государственные стипендии. В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года номер 232 ФЗ. 7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения Совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации,
при наличии такого органа, в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся стипендиальный фонд. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года номер 312 ФЗ. 9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, органами местного самоуправления. В редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года номер 312 ФЗ. 11. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 12. Размеры стипендий, устанавливаемых президентом Российской Федерации или правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются президентом Российской Федерации или правительством Российской Федерации. 13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемым правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года номер 232 ФЗ. 15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенные на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части стипендиального фонда, предназначенные на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенные на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам по образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнений советов обучающихся и представительных органов обучающихся. В редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года номер 312 ФЗ. 16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 17.
Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных государственных образовательных организаций по образовательным программам в интересах обороны и безопасности государства, законности и правопорядка определяются в порядке, установленном федеральными законами. 18. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями: Президентское кадетское училище, Суворовское военное училище, Нахимовское военно-морское училище, Кадетский морской кадетский военный корпус, Кадетский морской кадетский корпус, Казачий кадетский корпус и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием военно-музыкальное училище, находящихся в ведении соответствующих федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 настоящего федерального закона, определяются правительством Российской Федерации. Часть 18 введена федеральным законом от 2 июля 2021 года номер 310 ФЗ.